как ни играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее, котики, вперед! Мяу! Котики, вперед! Идеальный друг. Во что сегодня поиграем, Катя? Загляни в коробку. Смотри, Котя, халаты и мензурка. Мы станем учеными. Да! И сделаем великое открытие! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из своей волшебной коробки и побежали прямиком в лабораторию. Им не терпелось приступить к научной работе. Привет, я Барашка, ваша ассистентка. Идем, я все покажу. Ух, сколько же мы тут всего понаоткрываем, Котя! Да! Видела бы ты сейчас свою голову! Ну, а что вы хотите открыть? Может быть, как создать идеального друга? Отличная идея, Катя! С ним можно во что угодно играть! Возьмите меня в друзья. Возьмете? Что ж, идеальный друг играет во что мы хотим. Идет. Ну, что будем делать? Гонять на каталках! Да! О, Ты чего, Барашка? в эту игру я побаиваюсь играть. Мы это исправим! Полезай в капсулу переделки! Но меня не нужно исправлять. Ты не хочешь быть нашим идеальным другом? Что ж, ладно. Давай придадим ей львиной смелости. И обезьяньей игривости. Да, и добавим силу слона. Круто! Теперь превратим Барашку в идеального друга. Давайте играть. Я первая, вы проиграли. Да! Ты стала идеальным другом, Барашка! Давайте еще погоняем. Нет, мне гонки надоели. Я хочу играть во что-нибудь повеселей. Да чтобы нервы пощекотать. Давайте раскачиваться на цепях. Нетушки, на такой высоте очень страшно. Да, можно упасть и разбиться. Лучше мы в мяч поиграем. Нет, вы отныне мои друзья. Вот и делайте то, что я хочу. Но мы-то не хотим. А я это исправлю. Я знаю, как превратить вас в идеальных друзей. Стой! Пожалуйста, не надо нас переделывать. Катя, беги! Стойте! Вернитесь! Спрячемся здесь. И тут появился таинственный незнакомец. Батюшки, котята, что вы прячетесь за кустом? Мы создавали в лаборатории идеального друга. Идеальный друг, кто это? Тот, кто играет во что ты хочешь, даже если не хочет сам. Созданный вами друг вышел не идеальным? Нет, не совсем. Когда мы ее переделали, она нас слушалась. А потом захотела делать то, что мы не хотели. Но я думал, что идеальный друг идет навстречу своим друзьям. О, кажется, я понял. Идеальные друзья не только в твои игры играют. Они находят те, в которые интересно играть вместе. Спасибо, пап! Эй, как вы догадались? Начнем заново, Катя. Но в этот раз не будем переделывать нашего друга. Мы найдем игру интересную для всех. Прекрасно. Теперь понятно. Летим обратно. Котя и Катя вернулись в свою научную лабораторию. Но в этот раз уже не создавали идеального друга, а сами пытались стать идеальными друзьями. Ну, что делать будем? Гонять на каталках? Да! Ты чего, Барашка? В эту игру я побаиваюсь играть. Ну и ладно. А мы придумаем игру, которая понравится всем. Я вот прятки предлагаю. В темноте. С фонариками. Прекрасно! Котя, Катя и Барашка стали идеальными друзьями, как только нашли игру, интересную для всех. И это великое открытие!
не играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее котики вперед! Мяу! Котики вперед! Сойдет и так. Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку. Смотри, Катя, это мумия. И лопаты. Мы станем археологами и раскопаем древние сокровища. Да, и может быть папу этой мумии найдем. Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя побежали через пустыню к древней пирамиде царя Катанхамона. Уф, как жарко-то. А им не жарко. Не стой, пойдем. Мы археологи. Ты не забыл? Вот это да! Смотри, сколько тут всего. Эй, Катя, я древняя египтянка. А ходить как они умеешь? Котята, скорее! Я сделала величайшее открытие! Ведите же нас! Вот она! Древняя статуя Катанхамона! И это статуя? Будет статуей, как только вы сложите ее по кусочкам. И вот что должно получиться. Ну проще простого. В головоломках мы знаем толк. Прекрасно! Сегодня же мы должны показать ее в музее. Удачи! А когда справитесь, можете поплавать. Спасибо! Приступим? Это нога. Крепи к постаменту. А точно этот кусок отсюда? И так сойдет. Давай поскорее закончим и плавать пойдем. Ладно. Вот еще кусок. Что это? Ухо или нос? Ладно, пусть будет нос. Ну вот, и так сойдет. Котя и Катя собрали статую так быстро, что вскоре все сделали. Ну, как сделали? Все, теперь скорее идем плавать. Странно вышло. Сойдет и так. Накрой ее. Но тут еще куски остались. Катя, мы обещали ее собрать. И мы ее собрали, так? А значит, можем идти плавать. Бежим. Ох. Эй, Котя, подожди! Весь оставшийся день котята плавали вместе с утятами. И вот настало время показать статую посетителям музея. Нам выпала большая честь представить вам Катанхамона! Что? Может быть, надо было хвост прикрепить сюда? Это было бесценное сокровище! А теперь это мусор. О, нет! Ну, мы с тобой и натворили. И тут появился таинственный незнакомец. Ого! Что случилось? Нам поручили древнюю статую по кусочкам собрать, а мы не справились. Как так? Это было сложно? Нет, мы просто очень спешили, Почему? чтобы закончить и пойти плавать. И поэтому я все быстро делал. Я думал, что и так сойдет. И как, по-твоему, сошло? Нет, она разбилась. Эй, я все понял. Если делать тяп-ляп, так и выйдет тяп-ляп. А надо усилия прилагать. Спасибо, пап! Эй, как вы догадались? Мы заново начнем, Катя. Но в этот раз очень постараемся, чтобы все сделать правильно. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вернулись в начало своей археологической экспедиции. Но только в этот раз Не торопись, Катя, мы успеем. они не спешили. Я знаю, надо перевернуть. А напротив, очень старались и, наконец, закончили. Когда же профессор сняла покрывало, котята были не просто рады, они были счастливы. Гениально, котята! А теперь пойдем плавать! Давайте, кто больше брызг поднимет, вперед!